Значит, получается, я нахожусь недалеко от Джексонвилла, и сейчас я поеду в Майами. Посмотрим, сколько нам ехать до него. 537 километров. Маршрут 5 часов. Прибытие 18:47. Хорошо. Договорюсь сейчас с друзьями, чтобы поужинать в 7 часов. 2 часа дня. О, солнышко реально прорезается. Круто. И я еду в Майами. Получается 10 литров бензика на 25 баксов. Но так как эта машина гибридная, здесь, видимо, какой-то бак сокращенный. Пол багажника, там место занято электрическим двигателем. Приходится чаще заправляться, но дешево. Получается очень экономно. Кстати, вот это Ford Fusion гибрид Titanium. Titanium — это комплектация, то, что вот у него 18-е диски, он более спортивный вид у него. В России Ford Fusion называется Mondeo, поэтому я на Ford Mondeo еду. Да, Надь? Алло. Да. Ну ты где? Слушай, я на крытой парковке. Я приехал в Майами. Время сейчас 8 вечера. Договорился встретиться с друзьями. Парочка — это Надя и Дима. Я с ними знаком с Таиланда. Сейчас узнаю у них, почему они решили переехать вообще в Майами. Как им тут вообще живется. Привет, хорошо. А где Димон? Пойдем, наверное. Пойдем. Тебя что-то не узнать. Ты ведь не стесняешься? Под прицелом камеры. Ну Как там вообще? дальше будет то, что нельзя снимать на камеру. Сейчас тебя ждет маленький сюрприз. Ничего себе. Опа! Здорово, Тёма. Привет. Это кто? Это Марк. Марк. Да ладно. Это наш сын? Нет, взяли погонять. Смотрите, какой закат. Дим, давай расскажем что-нибудь ребятам про жизнь в Майами. Жизнь в Майами реально крутая. Вот если сравнивать с другим побережьем, либо с Нью-Йорком, самое классное место, чтобы жить, чтобы растить детей, семью, чтобы строить бизнес, потому что условно здесь поле не паханое. Я могу сравнить Майами, наверное, как минус 20 лет Советский Союз, да, от всей Америки. Вот, поэтому здесь больше возможностей для того, чтобы русскоязычному человеку реализовать себя. Я должна потренироваться. Так меня хорошо видно. Тебе не тяжело? Не, ну знаешь, очень сложно расслабиться, держа вот эту штуку. Дим, ну куда мы идем-то вообще? Расскажи. Мы идем на самое грандиозное мероприятие 2018 года в Майами. Российские предприниматели, которые приехали на новогодние каникулы в Нью-Йорк и потом из Нью-Йорка прилетели в Майами, организовывают встречу. Ну, будет много интересных людей. Хочется вживую познакомиться с ними, поговорить, обсудить многие моменты. А вот это микрофон пушистый? Да, это пушистый микрофон. Хочешь нас потрогать? Петличку не надо носить. Не, петличку. Ты знаешь, что такое Нет, петличка? на самом деле мы интересуемся, потому что мы бы тоже хотели снимать влог. Ты кулинарное правую руку шоу. уже сильнее накачал? У меня? Да. Есть, например, серия видео, где я рассказываю, как качать руку. Да, мы последний раз с Артемом виделись где, в Таиланде, да? Да. Год назад. Ты случайно... Я хз, мне просто надо учиться разговаривать на камеру много. $1 кто-то из вас ничего не зарабатывает, кто-то в минусе, у кого-то кризис, кто-то думает, что ему делать дальше. Мы все разные, у всех есть куча проблем. Сегодня мы здесь, значит, мы хотим как-то наши проблемы решать и развиваться. Вот за этим мы и встретились. У нас подобная встреча прошла в Нью-Йорке. А кто в Нью-Йорке, кстати, был? Есть такие? О, ребят, мы вот душевно пообщались, потому что, ребята... Вообще смутно понимаю, куда я попал, но здесь говорят о бизнесе, предпринимательстве и все в таком духе. И народу реально много собралось. Самое важное, друзья, это не записывать то, что говорят, а записывать мысли, которые появляются, когда тебе это говорят. Нужно как бы давать возможность генерации этих мыслей. Ань, расскажи, пожалуйста, Да. у тебя сколько подписчиков? У меня пока 500. Просто 500? Просто 500. Ты сколько заработал? Я заработал 1 миллион подписчиков за год. Уже так все измеряется. Ты сколько у тебя? Ценность человека измеряется в подписчиках. Смотри, самое главное в том, когда снимаешь что-либо, нужно давать какое-то уникальное предложение, ценное людям.
Это Sunny Isles, район, где живут много-много русских. Да. Вот, а это какое-то из этих, короче, здания Трампа. Луна светит. Фу, ну я добрался. Короче говоря, сейчас я буду скидывать инфу и ложиться спать. Проснулся в 2 минутах ходьбы до аэропорта Майами, перелил всю информацию на 2 винчестера, в общем где-то там 3,5 терабайта информации, передаю сейчас Мише. Миша, ты очень модный. Да. У него вылет через пару часов, и он их привезет в Питер. Вот тут весь влог, и все кулинарное шоу, и все вот на этих 2 винчестерах. Друзья, передал винчестер, он уже будет завтра вечером в Петербурге. Созвонился с Катей, режиссером, организатором моего монтажа в будущем. Так что она встретится с Мишей и заберет у него материал, и мы наконец-то уже приступим к монтажу. У меня возникла сумасшедшая идея. Я это придумал только буквально час назад проснулся, и мне пришло сообщение на телефон от компании DJI. Я думаю, вы все знаете, а кто не знает, это компания, которая производит дроны, да, топовые на рынке, это Mavic, там Inspire и еще куча всего. И мне пришло сообщение о том, что они презентуют новый стабилизатор, который можно держать одной рукой, Ronin S. А я как раз хотел себе купить стабилизатор вот для этой камеры, для Lumix GH5, потому что я реально парюсь за качество. Сейчас проходит конференция в Лас-Вегасе, называется CES 2018. Воздушное такси. И вспоминаю, что я смотрел Вилсакома, который был на предыдущей конференции в 2017 году, как я понимаю, и в 2016, может быть, и в 2015 году. То есть это конференция, на которой презентуют самые топовые новинки всех электронных девайсов или устройств. Последний раз я был на мероприятии под названием типа конференция большого масштаба во Франкфурте. И этот выпуск вы сможете у меня найти на канале, я его скоро загружу. Мне вот эта тема с технологиями очень вся интересна. Кстати, Subway, на самом деле, он зожный. Тут шпинат даже кладут, прикиньте. Baby spinach. Малыш шпинат. Ну, короче, здесь много овощей, курица. Ну, и вот этот вот, ну, это не хлеб. Это типа вот этот flatbread, лаваш. То, что он коричневый, это обозначает, что он более зожный, нежели бы он был просто светлым. Сейчас я буду планировать свой маршрут и понимать, как я буду из Майами лететь в Лас-Вегас, быть там 1-2 дня на этой выставке, все снимать, и потом, как я вернусь в Майами, верну машину, арендованную в Нью-Йорке. Мне нужно еще купить билет из Майами до Нью-Йорка. И я хочу все прямые, чтобы без пересадок не терять время. Вот сейчас буду смотреть на Skyscanner, как вообще все это организовать. Билеты на Skyscanner. Так, Форт Лодердейл в Лас-Вегас. Вот это вот Майами. То Форт Лодердейл вот здесь вверху. И вот здесь находится аэропорт. Без развлечений, нет горячего питания, место для ног ниже среднего. Ну, блин, я справлюсь с этими трудностями. Здесь получается вылет 21, и туда я прилетаю в 23:33. Получается, весь день там на конференции 10 числа тусуюсь. То есть я сплю там ночь, просыпаюсь, иду на конференцию и лечу сразу же потом обратно. Когда я
то, что запланировал, сделал. Я прям ощущаю эту крутость. И я уже давно такого не ощущал. Последнее, что это было, это то, что вот я похудел на 35 килограмм. Потом, конечно, отожрал и поднабрал мышц. И могу поделиться своим опытом, это очень круто, да. И вот это было достижение, которое меня очень сильно радовало. Моя новая страсть это вот YouTube, и стать популярным блогером, да, чтобы получить признание и делиться информацией с вами, да, с аудиторией. Я снимаю то, что считаю нужным, и то, что реально чем горю. Самое забавное, что меня могут не пустить на эту конференцию, потому что мало того, оплатить нужно 300 баксов, просто это обычный входной как бы билет, да. Нужно заполнить кучу документов, свое фото, которое на бейджик фигачится, визитки, название компании, упоминание в статьях, то, что ты связан как-то с технологиями, потому что это мероприятие не для всех, для тех людей, которые занимаются тем, о чем конференция, технологии, да, современные и IT. Сейчас полечу, вернусь, и сразу же в этот день, я вернусь с утра, 11 января, сразу же в этот день полечу в Нью-Йорк. Оставляю машину здесь, на парковке в аэропорту. Взял рюкзак, взял оборудование с собой. Звонит будильник, который мне напоминает о том, что мне уже пора в самолет. Нормально ребята устроились на креслах-качалках. Huge line. Line — это очередь, huge — это очень большая. Девчонки сказали, что тоже хотят быть в фильме, и поэтому я их снял. Короче, рейс задерживается на час. Рейс уже не задерживается. Прикольно, что именно на мне рейс из статуса задерживается преобразовался в рейс, который успевает лететь. Прилетел в Лас-Вегас. 5-часовой перелет. Чувствую себя хорошо. Сейчас нужно понять, как добраться до арендованного отеля.